Молодой волк примерно 2 лет от роду лакомился черникой, увлеченно обгладывая кустики. Случайный грибник, пожалуй, мог бы принять его за собаку из-за необычной масти и небольших размеров. Черный с проседью тощий зверь мало походил на волка в общепринятом представлении. Июль баловал петербуржцев и жителей области хорошей погодой. Волк тоже радовался теплу и сытным дням. Близость человеческого жилья давно уже не пугала. Хотя его двуногий двойник отказывался выходить навстречу, но был где-то там, неподалеку. Километров 70, если не отдыхать, можно добежать за день. От взрослых сородичей волков Черный пока старался держаться подальше. Ветер дул от деревни, и он заметил их слишком поздно, 4 матерых самцов, приближавшихся к нему полукругом. Это было противоестественно, летом волки не сбиваются в стаи. И даже зимой основой группы служит семья. Шерсть на загривке у Черного встала дыбом, а верхняя губа дернулась, обнажая клыки. В следующий миг он бросился бежать, и 4 волков бросились за ним, точно за зайцем. Бегать Черный умел и любил. Азарт вытеснил страх, он пластался над тропинкой, уверенный в своих силах, когда 5-й волк, возникший из ниоткуда, ударил его в бок всем телом. Двухлетка покатился по земле, и в тот же миг клыки вонзились в его горло. Вырваться удалось чудом, чужак был крупнее и опытнее в бою. Кровь хлестала из раны, подоспевшие волки окружили Черного со всех сторон. Он мысленно позвал своего человека, попрощаться, и неожиданно тот ответил: «Если сможешь вырваться, беги через овраг к старику. Я покажу дорогу, бежать туда было глупо», но Черный, собрав остаток сил, послушался. Его снова догнали на поляне, когда дом старого человека был совсем близко. Чьи-то зубы сомкнулись у него на хвосте, другие вонзились в лапу, и кости треснули, словно 2 сухие ветки. Раздался выстрел и визг, затем еще выстрел и еще. Черный свалился на землю. Его враги куда-то исчезли, все, кроме одного, который остался лежать рядом с ним. Собачий лай не смолкал ни на миг, но волку было все равно. Его сознание медленно уплывало, и даже боль чувствовалась как-то издалека. Виктор опустил карабин и схватился за кольнувшее сердце. После звонка Серго он не думал ни минуты, зарядил ружье и выскочил на улицу. Теперь он был не уверен, правильно ли поступил. Он оттащил тушу убитого зверя подальше, наспех забросал ветками и вернулся к дому. Лежащий на земле волк тяжело и с присвистом дышал, кровь продолжала течь из ран на шее и лапе. Виктор хмуро посмотрел на него, сжимая в руках ружье. Вспомнилось, как дочь первый раз пригласила молодого человека в дом. За ужином оба румянились от смущения, как дети, хотя, что говорить, дети и были, 1-й курс института. Скромный, но со стержнем, парень понравился Виктору. Кто же знал, что Алена через год выскочит за него замуж? Волк покосился на него желтым глазом. Волк или человек? Виктор так и не разобрался, как это все устроено. Просто перед свадьбой Серго пришел и заявил, что жениться не может, потому что связан с волком. Пожилой мужчина и сейчас помнил, как влажно хрустнул нос будущего зятя после этих слов. А потом оказалось, что волк действительно существует. Никаких перевоплощений, как в плохом кино. Есть я, а есть он, сами по себе. Но, если можно так выразиться, у нас одно сознание на двоих. И когда погибнет волк, умру и я, объяснил Серго. Ты можешь его контролировать? Спросил Виктор. Руки мелко тряслись, и он пожалел, что бросил курить, сейчас было бы весьма кстати. Парень покачал головой. Для этого нужно сознательное усилие. Я могу, но ему это не нравится. Говорят, если часто управлять волком, он в ответ сможет взять контроль над тобой. Звучит паршиво. Что еще? Нам запрещено иметь семью, и особенно детей. Волк — это проклятие. Неправильно передавать его дальше.
Серго старался говорить спокойно, но его глаза лихорадочно сверкали за стеклами очков. «Алена все это знает?» — спросил Виктор после долгого молчания. «Да», — говорит, — «ей все равно. Она девочка упрямая», — подытожил пожилой мужчина. «Значит, и мне все равно. Мало ли у людей недостатков. Вот и у тебя, а помрешь, она другого найдет, ага. Я просто хочу, чтобы Алена была счастлива», — устало ответил Серго. «А зачем связался с ней, если вот так? Я не знал». Парень жал зубы, и Виктору стало его жаль, как бывает жаль человека, узнавшего, что он болен чем-то нехорошим. Он появился совсем недавно. Я не знал, тот разговор больше не вспоминали, так легко было сделать вид, что все у них, как у обычных людей. Ни о чем не думать. Молодые снимали квартиру в Питере, Виктор обосновался в загородном доме. Их семья продержалась целый год, и теперь все должно было закончиться. Черный волк, однако, продолжал дышать. «Пристрелить, чтоб не мучился», — пожал плечами мужчина, и волк слабо зарычал в ответ. Виктор снова подумал про Аленку. Не хотелось, чтобы дочери было больно. Он отнес ружье в дом и позвонил зятю. Тот не брал трубку. Поразмыслив еще, позвонил по другому номеру. «Аленушка, ты сейчас где? Слушай, только спокойно. Черный умирает. Загрызли его. Да не реви пока. Отвезу в клинику, знаю хорошую, Алабаев своих только туда вожу. А ты давай домой, к Серго. Я к вам приеду, как смогу».